Здорово, ребят! Это Эль Хазне в Петре. И давайте просто поанализируем, как же это все строилось. Самое интересное, что если мы посмотрим всякие там National Geographic и всякую другую лабуду, то, как правило, они высказывают ту версию, которая удобна государству. Если вы послушаете про египетские пирамиды, про пирамиды в Мексике, они несут полную ахинею, я вам прям за это ручаюсь. Вот. Ну что же они... Здесь, кстати, они довольно неплохо рассказали. Они описывают, что все ребята вырубали из камня и потом по чуть-чуть спускались. То есть они вырубали из камня, ну, сначала делали ровную поверхность, потом делали вверх и по чуть-чуть спускались. Вот, кстати, там еще внизу около 3 метров гробница, то есть это еще не все 40 метров, которые мы должны увидеть. Что первое я хочу сказать. Когда вы смотрите объяснение, кто это строил, всегда посмотрите на то, что за канал вам рассказывает. Потому что, как правило, у государства есть своя версия, и все, скажем так, публичные источники стараются ее повторять. Никто не лезет дальше. Кстати, русские, в этом отношении мне нравятся, русские историки, они прям любят что-нибудь полазить. Но давайте все-таки посмотрим, как это строилось. И разумеется, что и лестницы справа и слева были построены позже, скорее всего, для того, чтобы что-то отломать отсюда. И естественно, что если строили, то должны были быть прототипы. У ребят должен был опыт строить. И посмотрим, например, вот сюда. Смотрите, другая храм или гробница, или черт его поймешь. И на самом деле их тут вообще море. То есть ребята, это в принципе, рубить из камня умели. И если мы посмотрим повнимательнее, то все, что они вырубали, они начинали сверху. То есть у них был подход сверху. То есть это не камни накладывали друг на друга, то есть было из чего вырубать, то есть ровный слой скалы. Теперь посмотрим на колонны. Колонны, видите, они не идеально ровные. И они как бы на самом деле видно, что они не натуральные. Если бы римляне строили, они обычно сверху колонны заужают. То есть они геометрически немножко другой формы. Если мы приблизим и видим, какие узоры, понятно, что влияние римской эпохи здесь есть. Но это все вычесывали из камня. И становится очень странно. Смотрите, так все красиво вытесано, хотя с боков, посмотрите, такие какие-то уродские совершенно неровности. И, кстати, вот эти ступеньки, конечно же, были сделаны современниками для того, чтобы что-нибудь там сломать. Но самое еще очень важное открытие – это штукатурка. Потому что, вы представляете, начинают ребята работать сверху. Вот такие вот наши узбеки, да, вот. Ничего против не имею у них, но все знают, как они классно работают. И интеллект, в принципе, местных строителей. Не местных, любых строителей. И вот представьте, вот строители начинают вот такую фигню мурожить. Сверху. Они не видят низа. Они не знают, что внизу будет. Именно как-то вертикальные линии, как-то линии делать, которые под градусом. Это все нужно делать, узоры делать. Они же делают кучу ошибок. И еще, если представляете, это же как низкоквалифицированный народ, это 1000 лет назад у них, скажем так, уровня нету, ничего нету, то есть они это все делают как-то там на глаз или еще что-то. Кстати, мы видим, что очень много статуй было изуродовано современниками, но это уже не к нашей теме. Вот. И что в результате? Давайте мы видим штукатурку. Конечно же, про нее тут никто ничего не говорит. Но это однозначно прям неоспоримо. Даже если посмотреть цвет стены и цвет здесь, то штукатурка прям, неизбежно видна. Кстати, даже видим, как из скалы как вырубливали, да? Какие следы, как здесь все ровненько, идеально. Тут внизу видны как раз захоронения. Вот, и тоже, кстати, видим, что все очень неровно. То есть, кстати, захоронения-то все 20 лет назад нашли. Все очень неровно, даже видим, вот, пожалуйста, вот эта часть, она как бы и изнасилована природой за парочку тысяч лет, а вверху, кстати, потолки очень ровные, вот, и, кстати, даже видим, что колонны идеально ровные, ну-ка, посмотрите, какие красивые узоры. Единственный способ это достигнуть – это штукатурка. А вот, кстати, про штукатурку никто ничего не говорит. Как бы ни казалось странным.
все говорят, это из камня выложено и все остальное. Получается, все-таки строители делали дофигища уродов, браков и всего остального, а потом это просто замазывали. Но все равно это достойно нашего внимания и выглядит очень шикарно. А цель моего ролика, что всегда смотрите, что за источник вам рассказывает про определенный объект. Всегда. Вот. И в детстве нас всегда учили там, не знаю, по крайней мере, все эти. National Geographic для меня был каким-то святым источником, который просто не мог ничего соврать. А тут мы видим, смотрите, много MVP. Кстати, посмотрим, да как MVP дошли до нашего времени, да? Разломаны, поломаны, переломаны. А тут все идеально красиво. Ну, конечно же, нужно перед туристами выпендриться. Вот так вот, так что вполне не могли расти сверху. Кстати, любое, я просмотрел все, которые здесь были вот доступны, такие вот, не знаю, как назвать их, темплы, захоронения, они тут разные бывают. У одних одно значение, у других другое. Кстати, тут и поклонялись тоже. У них у всех есть доступ сверху, а потом могли спокойно вырубать. Вот так вот. И меня, конечно, на самом деле всегда смущает, вот видите, такие кривые края, да? Всегда обращайте на это внимание. Такие кривые края и такая красивая работа, да? Ну, не бывает так. Видно, что стреляли по статуям, чтобы снести богов неправильных. И вот смотрите, если бы вы строили такую красоту, неужели вы бы не сделали просто ровную рамку? Вот. Ну и, конечно же, здесь нету египетских золотых сечений, Фибоначчи кислоты и всего остального. Просто ребята красиво высекали из земли, научились правильно строить, ровно. И у них вроде бы так получилось. Хотя, конечно, много чего замазали, что не получилось. Но в любом случае есть на что посмотреть. Ладно, ребят, удачи. И всегда задумывайтесь о том, что вы видите и про что вам рассказывают. Удачи!